Всем привет! Это видео могло бы быть о плюсах и минусах жизни в Германии. Во-первых, таких видео на YouTube уже достаточно много, а во-вторых, у каждого человека свои критерии, хорошо или плохо. И то, что для одного будет плюсом, для другого будет минусом. Или наоборот, то, что для одного минус, для второго окажется вполне себе очень даже плюсом. Поэтому это видео было решено сделать в другом формате, а именно рассказать о том, что одно и то же событие имеет две стороны медали. Итак, если вам интересно, то я начну. Германия – это социальное государство, и именно поэтому сюда очень много людей хотят переехать в эмиграцию. Поэтому первым пунктом поговорим о социальном обеспечении. Да, здесь не оставят на улице, дадут еду, деньги, кров, так сказать. Но и вторая сторона этой медали, то, что все больше людей выбирают не работать. Конец бедной жизни, нахуй. Так как, например, низкооплачиваемые профессии, они, в принципе, по итогу за вычетом налогов получают ту же сумму, которую они имеют на социале. А это, как понятно, очень большая нагрузка на остальную работающую часть населения. Поэтому мы, как работающие люди, ждем, что же придет первее. Лопнет мыльный пузырь социального обеспечения, либо что-то поменяется в этой системе. Второе. Медицина. Существует некоторый стереотип о немецкой медицине, что здесь все хорошо, здесь всем делают операции и так далее. Да, все, что касается тяжелых случаев, тяжелых заболеваний, здесь действительно и хорошие медицинские препараты, и хорошее медицинское оборудование. Врачи, конечно, тоже с очень хорошей подготовкой, но все, что касается обычной простуды, обычных терапевтов, скажем так, обычных заболеваний, которые не требуют какого-то прям острого решения вопросов, то здесь, можно сказать, присутствует некоторый бардак. Потому что, во-первых, к узкоспециализированным специалистам ожидания в очереди доходит до полугода. То есть ты, если у тебя твоя какая-нибудь болезнь не угрожает твоей жизни вот прямо сейчас, то ты можешь получить запись к врачу только через полгода, например. Опять же, за счет того, что людей становится очень много, а врачей, остается все столько же. И, конечно, это тоже нагрузка, дополнительная нагрузка. И у некоторых врачей получается просто текучка людей, то есть они принимают очень много, очень быстро, и по итогу недоволен никто, ни врачи, ни люди. Образование. Плюс немецкого образования то, что оно признается во всем мире, но если не во всем мире, то по Европе однозначно. То есть оно считается очень хорошим, и ты с немецким дипломом можешь поехать скажем так, есть много стран, которые признают этот диплом и устроятся работать. Минусы, на мой взгляд, мы, конечно, еще не сталкивались, у меня дети еще маленькие, напрямую, но читая форумы, общаясь с другими мамочками, у которых уже дети ходят в школу, на мой взгляд, минус немецкого образования то, что в 4 классе здесь есть четкое разделение, как во многих сферах, четкое разделение вот этого самого образования, то есть 4 класса – это начальная школа, потом дети переходят кто в реальшуле, миттельшуле или гимназию. То есть в 4 классе ребенок должен уже осознать, чего он хочет по жизни. Да? То есть после 4 класса он уже должен выбрать условно свой путь. Либо он идет в гимназию, потом в университет, то есть дорога в университет, либо он идет в реаль или миттельшуле, и это уже, скажем так, другая дорога на более профессии простые. Если реальшуле, миттельшуле можно вырулить в университет, но это будет более долгий путь. Не знаю, плюсы, минусы решайте сами.
На мой взгляд, это все-таки немножко такой минус. Налоги. В налогах также есть четкое разделение по классам. Каждый класс имеет свою налоговую нагрузку. И если сдать за прошлый год налоговую декларацию, то можно даже получить какую-то часть денег, так сказать, обратно. То есть переплаченную за год сумму налогов вы можете получить обратно. И этим, кстати, очень многие люди пользуются. Минусы. Здесь очень сложно разбогатеть, скажем так, потому что вот именно, что очень большая налоговая нагрузка, и чем выше доход, тем, естественно, налоги выше. У нас у самих есть знакомые, которые, имея свой бизнес, ну, скажем так, которые не миллионеры, но имея свой стабильный, устойчивый бизнес, вынуждены были переехать из Германии, потому что, ну, то есть в Германии они работали, можно сказать, чисто на налоги. Бюрократия. Германия – это самая бюрократическая страна, наверное. С одной стороны, здесь действительно следят за защитой данных. Здесь ты можешь найти любую, скажем так, бумажку 50-летней давности. Все очень четко, все очень сохранно и так далее. Со второй же стороны, вот эта бюрократия, она очень замедляет все процессы. То есть, чтобы куда-то пойти, что-то получить, вот за счет вот этой вот ты должен записаться там в одном месте, потом в другом месте, потом заполнить кучу анкет, кучу бумажек, плюс потом тебе пришлют еще кучу бумажек. За счет этого очень все долго происходит, процессы очень замедляются. Плюс еще то, что каждый чиновник любой закон может трактовать как бы по-своему, и что-то ему доказать тоже очень сложно. Очень знаю много ситуаций, когда действительно, если люди, вот, например, с одним чиновником что-то не получалось, что-то вот не хотели там давать или делать, через какое-то время они обращались в том же отделе, условно, но к другому чиновнику, и все получалось. Просто вот потому что один и тот же закон люди могут трактовать по-разному. И, естественно, пользуясь своим положением, очень сложно им что-то доказать. Границы. Границы тоже все очень классно, когда ты можешь без границ ездить, путешествовать, посещать много стран, тебе, опять же, не надо получать визы, это все очень классно и замечательно. Со второй же стороны, это также и большой минус, потому что неограниченная миграция, люди приезжают, уезжают, никто за ними, естественно, не следит. Это также и неконтролируемое перемещение запрещенных товаров или угнанных автомобилей. Полицейские, например, так и говорят, что угнанные автомобили в основном редко здесь находят, потому что сразу вывозят за границы Германии, где их, естественно, сложнее потом найти. Все эти пункты, которые я только что рассказала, естественно, по моему личному мнению, ваше мнение, конечно, может не совпадать, поэтому делитесь в комментариях, что вы считаете и как вы считаете по этим пунктам, которые я назвала, можете дополнить что-то из своего опыта или жизни. И буду рада вашим лайкам, комментариям и, конечно, подписке на мой канал «Мама Флория».